По данным аналитической компании Canalys, пятерка ведущих производителей смартфонов во втором квартале 2021 года выглядит так. Первое место Samsung – это 19% отгруженных продавцом смартфонов. На втором месте Xiaomi с 17%, Apple на третьем месте с 14%, Oppo с 10% отгрузок заняла четвертое место и замыкает пятерку лидеров смартфоны фирмы Vivo с примерно 10% отгрузок. Однако, если учесть все бренды Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, принадлежащие одной компании BBK Electronics, то вы легко сможете представить себе, какое итоговое место занимает в процентном соотношении к лидерам рынка китайские мегакорпорации Xiaomi и BBK. А я сегодня хочу представить вам свой топ смартфонов в ценовом диапазоне до $3,500, что в рублевом эквиваленте гуляет в районе 25 тысяч рублей, если использовать кэшбэк. Почему именно такой диапазон, спросите вы? Все потому, что производители зарабатывают основную прибыль, продавая смартфоны именно в среднем ценовом диапазоне, исключая, понятно, Apple, и, соответственно, стараются разместить максимум технологий по минимальной цене, дабы привлечь максимальное количество покупателей и, соответственно, более успешно конкурировать на самом динамично меняющемся рынке в мире. Tube 920, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Все происходит рандомно, ежемесячно на стримах. Стримы проходят на канале для стримов, все в описании, так же, как и другие конкурсы. А теперь начнем топ. На 10-м месте у меня расположился Poco X3 Pro. Плюсов у данного смарта довольно много. Если кратко, это почти 567 тысяч попугаев в Antutu, съемка в 4К 30 FPS, дисплей без всяких водопадов, быстрая зарядка, отличная для 2021 года комплектация, экран с частотой обновления 120 Гц, GPU Adreno 640, которого вам хватит надолго для игр. Комплектация стандартная для Xiaomi, смарт-чехол, блок быстрой зарядки на 33 Вт, вместе с кабелем наклеенная защитная пленка, сканер отпечатка пальцев, кнопки питания без люфта и глюков. Корпус не люфтит и не скрипит, во всяком случае сильно. Аккумулятор на 5160 мАч заряжается довольно быстро. Его вполне хватает на день интенсивного использования. Есть мини-джек для проводных наушников, индикатор оповещений, инфракрасный порт и совместимость со всеми чехлами от X3 NFC. Процессор Qualcomm-овский Snap на 860 выдает просто отличные результаты в синтетических тестах. Защита от влаги и пыли по стандарту IP53, что заявлено, это круто. Память стандарта UFS 3.1 на выбор 6 или 8 гектар оперативы и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. Экран Full HD+, IPS, а значит о шиме можете забыть, его здесь нет. Яркость скромная, заявлено 458 нит в режиме ручной регулировки и 534 нит в автоматическом режиме. Вполне неплоха по цифрам, но на ярком солнце пользоваться будет не особо комфортно. Защитное стекло Gorilla Glass 6 версии, частота обновления экрана в 120 Гц намекает на принадлежность к игровому сегменту и повышенную плавность отображения. Но не все просто так, об этом ниже. Минусы есть, например, ощутимый тротлинг в синтетических тестах, море брака и слегка неразумная сборка. Все-таки вибрирующая крышка, гибридный лоток под симки — это не очень хорошо. Или засовывать внутрь две симки, или сим-карту и карту памяти. Беспроводной зарядки нет, Wi-Fi не 6 версии, Bluetooth скромной версии 5.0, а не 5.2. Стабильность в работе, к сожалению, пока не завезли. Например, на стриме тротлинг был просто дичайший, при тестах с холодного старта после него немного лучше. Стрим можете посмотреть на канале для стримов, я там делаю прожарку самых топовых устройств онлайн, чтобы у вас не было вопросов. Стресс-тест Antutu все-таки получилось пройти. GPU Adreno 640 по факту дает довольно приличный запас, который должен хватить на год или два. Размер и вес все еще слегка удручают. Задняя часть смартфона выполнена из пластика, как в Poco X3 NFC, такая же скромная. Линейный вибромотор The ASICS довольно посредственный по качеству виброотклика. Камера по спекам хуже, чем в Poco X3 NFC. Основной сенсор Sony IMX582 классом ниже. Но есть вариант установить Gcam и не особо потерять в качестве, или наоборот приобрести. Или можно пользоваться стоковой и не заморачиваться. Главное в смартфоне это не железо, а программное обеспечение, а у Xiaomi с этим почти всегда по мне проблема. Рекламу нужно отключать, но на ценник немного больше $200, аналогичных аппаратов практически нет. Тротлинг в обычных сценариях использования в аппарате практически никак не проявляется. Gcam установить можно, ночные фото печаль, как и во всех смартфонах этой ценовой категории. Основной минус для меня — камера хуже, чем у Poco X3 NFC, который является прародителем этого аппарата. В целом, если бы не внешний вид, место было бы выше. Но напоминаю, что на все смартфоны в данном топе у меня есть обзоры на канале. Обзоры на эти смартфоны, так же как и где их купить и как я их покупал,
заинтересовал, можете посмотреть по ссылке в описании к видео или в прикрепленном комментарии. На 9-м месте Xiaomi Redmi Note 10S. Плюсов у данного смарта довольно много. Например, стереозвук, небольшой вес в 179 граммов, симпатичный внешний вид, топовый и максимально популярный девайс. Завезли штатный DC-диминг, который при этом еще и работает. Картинка с основной камерой вполне неплохая. Фронталка лучше, чем в обычном Redmi Note 10. Разумеется, есть мини-джек, есть ИК-порт, 332 тысячи попугаев в Antutu, хорошо ловит спутники, есть место под 2 сим-карты и карту памяти. NFC-модуль для оплаты завезли, и он, разумеется, работает. Такая вот золотая середина между версией Pro и обычным Redmi 10. Если кратко пройти по основным спекам, получается вот что. Комплектация хороша, зарядка на 33 ватта, кабель для зарядки, чехол, скрепка, документация и телефон. На телефоне подозрительно качественная заводская пленка с хорошим таким олеофобным покрытием. Слот для сим-карт прорезинен. В него помещаются 2 сим-карты и карта памяти. В AMOLED-экран с грустной частотой обновления в 60 Гц завезли DC-диминг. Это очень радостная новость. С шимом справляется отлично. Защита Gorilla Glass 3 версии, старая, но добрая. Максимальная яркость всего 550 кандел на метр квадратный. Но даже при прямом солнечном свете использовать телефон можно даже очень комфортно, что странно. Видите, не всегда цифры имеют значение. Иногда главное реализация, а не то, сколько кандел производитель заявляет. Разрешение 2400 на 1080 точек стандартно. Стандартная оперативная память на 6 гигабайт формата LPDDR4X. Модуль GPS работает шустро по аккумулятору. Здесь он на 5000 мАч. Заряжается с 0 до 100% за 1 час 15 минут родной зарядкой. На день использования вам телефон хватить должно. Основной модуль камеры 64 мегапикселя снимает неплохо. Особенно учитывая шалости корпорации Realme, которые с одной из последних обновлений привезли обладателям их смартфонов дикие глюки с фото и видеосъемкой. Xiaomi так пока не делала. Виброотклик на 3-м максимальном уровне мощности слона разбудит. Разблокировка по лицу, как и по отпечатку пальцев, работает отлично и быстро. Минусы перечислю, конечно же, иначе зачем вы смотрите мой топ. Чипсет МТК Helio G95 с древним 12-нанометровым техпроцессом. Ожидаемый тротлинг, к сожалению, никуда не делся. Стабильности меньше, а нагрев в Redmi больше, чем у Realme. Даже если предположить, что Xiaomi не будет ничего допиливать, играть на смартфоне можно. Заявленной защиты от влаги нет, но то, что слот прорезинен, уже хорошо. Экран слегка краснит, это, конечно, лучше, чем желтит, но тоже неприятно. Калибровкой данный факт не исправляется лично у меня. Да, и с белым светом здесь что-то не так, но это можно отнести к моим придиркам. Датчик приближения ультразвуковой глючит, как и во многих бюджетных смартфонах от Xiaomi. Ночная съемка ужасна, Always on Display только на 10 секунд. Xiaomi-то, по-видимому, стараются избежать выгорания дисплея, либо просто делают так, чтобы вы покупали более дорогие телефоны, в которых нет этого ограничения. Поддержка 5G, к сожалению, отсутствует. При видеосъемке в 4К 30 FPS полная печаль с автофокусом. Нет индикатора уведомлений, цена по ссылке в описании к видео также чуть больше, чем $220. На 8-м месте Realme 7 5G. Кратко, основные спеки и плюсы. Сенсор в кнопке питания молниеносный, рабочий NFC, плоский Full HD плюс экран с частотой 120 Гц и IPS-матрицей. Отличная камера с вполне потребным шириком. Корпус пластиковый, гибридный лоток или 2 симки или 1 симка и карта памяти. Это неплохо на фоне отдельных решений только с сим-картой, без поддержки карт памяти, но тоже не фонтан. Новый 8-ядерный процессор Dimensity 800U с поддержкой 5G, что хорошо. Аккумулятор на 5000 мАч не особо проседает при использовании. Есть быстрая зарядка Dart Charge на 30 Вт, поддержка Power Delivery 3.0, поддержка реверсивной зарядки. По тестам в идеале за 30 минут телефон должен заряжаться на 55%. Ну а за 65 минут он должен заряжаться с 0 до сотки. Запись звонков вшита и работает без проблем. Правда, вас будут предупреждать о том, что вы начали запись. ПО допиливают, но не всегда в лучшую сторону, к сожалению. Комплектация нормальная, не самый лучший силиконовый чехол, телефон, блок быстрой зарядки на 33 Вт, скрепка для смены сим-карт и документация. Экран размером 6,5 дюйма, разрешением 2400 на 1080 точек, Full HD+. Стандартненький. Плотность пикселей 405 ppi достаточно. Экран в 120 Гц и 180 Гц частота опроса тачскрина. Немного, это, конечно, не игровое решение, но неплохо. Есть интересная фича — адаптивный режим в настройках экрана. Аналог такового от Samsung, когда телефон следит за глазами пользователя. Как по мне, экран слегка желтит. Gorilla Glass 3 версии, не супер новая защита, но терпимо. Оперативная память на 6 гигабайт, LPDDR4X. Не самая новая, но объем достаточен. Память встроенная на 128 гигабайт типа UFS 2.1. Довольно шустрая, но старенькая. Есть поддержка карт памяти microSD до 512 гигабайт. Лоток гибридный, либо 2 симки, либо сим-карта и карта памяти. Камера довольно
сносно снимает в 4К 30 FPS. Full HD может 30 FPS и 60 FPS. Основной сенсор на 48 мегапикселей производства Samsung S5KG-M1. Фазовый автофокус в наличии. Также есть ультраширик разрешением 8 мегапикселей, макромодуль на смешные 2 мегапикселя и монохромный модуль на те же 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей, модель OmniVision OV16A10. Датчиков море, а именно сканер отпечатков пальцев в боковой грани работает отлично. Face Unlock без нареканий, Magnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Gravity Sensor, плюс мини-джек на 3,5 мм для проводных ушей. Wi-Fi двухдиапазонный с поддержкой 5 ГГц и 2,4 ГГц. Bluetooth версии 5.1, GPS, AGPS, GLONASS, Blue Ideo, Galileo, разумеется, NFC, USB Type-C, к сожалению, версии 2.0. На старте продаж Smart шел с Android 10 оболочкой Realme UI 1.0. Вроде уже завезли 2.0. Минусы, как всегда, в наличии. Стабилизация при съемке не фонтан. Dimensity 800U, хотя и тянет Genshin Impact, все равно это делает не особо резво. Играть кайфа никакого. Рамы и тыльная поверхность из пластика. Комплектный чехол, правда, ужасен. Это издержки экономии. Танки идут только на 60 Гц. Индикатора уведомлений нет, что печально, но есть активация экрана двойным тапом по экрану. Такая мини-замена LED-индикатора. ИК-порта нет. На 120 Гц работает классно, но моментами фризит в некоторых приложениях. Поэтому лучше всего ставить автовыбор на герцовку. Корпус марки, если телефон носить без чехла. PTX HD нет, Prodigy не от Mediatek, значит и обвес страдает. Звук только моно, притом он не фонтан, прям плоский. Беспроводной зарядки, конечно же, нет. Вибро чуть лучше, чем плохое. Защита от влаги не заявлена. Цена на старте продаж была $189, сейчас в районе $250. Периодически на распродажах можно купить также в районе 200. Мои именные промики, как и то, что я покупаю себе выгодно, либо на старте продаж, можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео. Сам девайс вкупе с оболочкой после обновлений мне понравился. До недавних обновлений я был абсолютно другого мнения. Ну а сейчас за эту цену выбор довольно скуден. В категории до $200, за которые я его купил, он уже фаворит. И напоминаю, все примеры съемки основной камеры и селфи-камеры вы можете посмотреть в моих обзорах на данные смартфоны. Тогда у вас отпадут все вопросы, откуда я делаю такие выводы по поводу того или иного смарта по съемке. На 7-м месте я поставлю Xiaomi Mi 11 Lite. И, кстати, не путайте аппарат с Mi 11 Lite 5G. У 5G лучше Bluetooth, Wi-Fi, свежий довольно мощный проц, мощнее графический процессор, лучше селфи-камера, Gorilla Glass уже 6-го, а не 5-го поколения. HDR10+, а не HDR10, есть поддержка 5G сетей и совсем другой ценник. Сначала галопом по Европам. Положительные качества данного смарта. Виброотклик супер, стерео очень громкое, AMOLED-экран 90 Гц и 10 бит. Очень быстрая память UFS 2.2 уже, а не 2.1. Съемка в RAW формате присутствует у камеры, минимальный выступ камеры из корпуса, сенсор отпечатка пальцев в кнопке активации, что удобно, симметричные ультраузкие рамки в 1,8 мм, минимальные габариты, толщина менее 7 мм, вес всего 156 граммов. Стабильный процессор, NFC-модуль в наличии, хотя у некоторых глючит его оплата после последней обновы. Запись звонков есть, конечно же, вшита. Звук пишет хорошо. Стерео с Dolby Atmos громкое, но на максималках хрипит. ИК-порт на борту, сканер отпечатка пальцев работает молниеносно. Отличная автономность, аккумулятор на 4250 мАч, поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Для полной зарядки с нуля нужен всего час. Можно помещать карту памяти, и после последних обновлений камера уже снимает довольно адекватно. Комплектация хорошая, телефон, быстрый зарядник на 33 Вт, кабель для зарядки форм-фактора Type-C, крайне дешевый силиконовый чехол, отличный переходник с Type-C на мини-джек, и это хорошо, ведь мини-джека в телефоне нет. Документация и скрепка. Процессор 732G абсолютно достаточен для повседневных задач. По мне, он, конечно же, достаточно шустрый для танков и серфинга в интернете. Для танков, кстати, и телефоны за $120 достаточно шустрые. В игры поиграть можно, но недолго. Греется люто и довольно быстро. Быстрая внутренняя память и оперативка, нормальный Bluetooth версии 5.1, Wi-Fi, разумеется, двухдиапазонный, Gorilla Glass 5 версии, экран 6,55 дюйма, AMOLED, DOT-дисплей Full HD+, 10-битный, True Color, 90 Гц или 60 на выбор. Отклик экрана приличный 240 Гц. Есть Always On дисплей, но только на 10 секунд. Опять Xiaomi-шный бюджетник. Настоятельно не рекомендую каким-либо образом включать Always On дисплей на постоянной основе в подобных аппаратах. В итоге вы просто сожгете дисплей довольно рано. Если они это не вшивают сами, возможность пользоваться AOD постоянно, значит, это делать вручную не стоит. В инете куча примеров выгорания матрицы при включенной данной опции на постоянной основе.
основе к смартам, которым сам производитель это дело не добавлял. Ветка брак и ремонт Xiaomi Mi 11 Lite на ФОПДА вам в помощь. Не ленитесь прочитать и делать правильные выводы. Недостатков, к сожалению, хватает. Самый главный, на мой взгляд, недостаток — это экран, как ни странно. Экран с лютым шимом, проверил, матрица экрана и правда полная печаль. Это очень просто и грустно. Особенно грустно, что об этом либо молчат, либо делают вид, что это не важно и все нормально. То, что с этими матрицами происходит, должно происходить только после выгорания через год-другой. И я не об остаточном изображении и даже не про лютый шим. Шим у экрана внушительный. DC-димминг на данный момент не работает никак и ни от чего. По отзывам, у многих страдают от шима глаза. Я обычно это дело не ощущаю, но у этого аппарата ощутил даже я. Хотя, возможно, это от того, что долго и интенсивно им пользовался несколько дней для того, чтобы сформулировать, как я к нему отношусь. Экран ужас, на темных сценах видео прямо ни о чем. Увидеть артефакты проще простого как раз в темных сценах. Заходите в темы, скачиваете программу Kalo 01, делаете экран на минимальную яркость и заходите в темную комнату и наслаждаетесь. И с обновой ничего не поменялось. И я не верю, что поменяется. Дело в матрице. И это не брак. Если не знать, каким должен быть AMOLED, вы не заметите. Те, у кого были старые Xiaomi с AMOLED или Samsung, сразу видят разницу. Для хоть какой-то минимализации проблемы пользователям Mi 11 Lite советую сменить в настройках дисплея цветовую схему Super RGB на рекомендованную авто. Попробуйте, может быть, вам поможет. По экрану это хуже всех AMOLED, что у меня были на тестах. Огромный минус — это то, что, как всегда, аккумулятор no name, пусть и сертифицированный. В лоток под сим-карты, кстати, помещается либо две симки, либо симка и карта памяти. Расширять это дело нельзя официально, но можно делать некий бутерброд, склеив суперклеем сим-карт и слегка подточенную карту памяти. Умельцы в России не перевелись еще. По работе во время использования телефона зависаний и глюков при этой схеме не было. Проблемы с датчиком приближения присутствуют, но не сильные. Есть стабилизация в 4К, но только цифровая, хотя это, наверное, даже больше плюс. Always on Display мерцает очень сильно, нет индикатора событий, а с таким Always on Display лучше бы он был. В режиме автояркости экран на солнце поедает заряд 7-мильными шагами, в различных приложениях некорректно отображается сочетание белого и черного. Опять же, это не все заметят. Белый цвет искажен. Уверен, что это дело как-то прошивками допилят. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой в районе $300 плюс-минус 30, когда как, в зависимости от распродажи. На шестом месте моего топа Xiaomi Redmi Note 10 Pro, прям мой любимчик. Плюсом отнесу нереально низкий ценник для матрицы AMOLED со 120 Гц, стеклянную заднюю крышку, премиальный внешний вид, Bluetooth кодек aptX поддерживается, камера не запотевает, во всяком случае, у абсолютного большинства пользователей. 108 мегапикселей, поддержка 4К 30 FPS, ну а по цене просто бюджет, притом совсем невысокий бюджет. Также к плюсам отнесу ультра маленький размер фронтальной камеры, отличный для данного ценового диапазона внешний вид. Комплектация хорошая, как у любого адекватного телефона, и быстрая зарядка на 33 Вт здесь есть. И комплектный чехол тактильный и внешне очень приличный. Микрофоны, как и динамики, на минималках не такие громкие, как их описывают. Ваши разговоры, в отличие от того же Poco X3, окружающие слышать не будут. Отличная вибрация, тактильная отдача на высоте, звучание, разумеется, стерео на очень приличном уровне. Все, что необходимо на борту. Мини-джек для проводных наушников и порт для ваших бытовых приборов, разумеется, зарядка Type-C и сканер отпечатков пальцев, который работает очень корректно. Очень корректно, что не так часто встречается. Зарядки даже при постоянном использовании хватает на 1,5 дня. Довольно приличные результаты тротлинг-тестов и тестов производительности. Экран плавный, а камеру железо вывозит. Остальное — мелочи жизни. Да и не греется телефон практически совсем. Салазки рассчитаны на 2 сим-карты и карту памяти в нагрузку, NFC на борту, оплачивать товары телефоном можно. Связь ловит супер, реклама в оболочке отключается, сборка отличная, без люфтов. Камера прилично снимает в 4К 30 FPS без стабилизации. Ширик, разумеется, есть, замедленная съемка 960 кадров в секунду, экран хороший и под углами все хорошо. Яркости с запасом, на солнце все видно. Плотность пикселей без космоса 394 ppi, графический процессор Adreno 618, его производительности вполне достаточно. Анимация очень плавная, хотя местами подлагивает, и мы же помним, что это Xiaomi. Минусы лично по мне следующие. Кнопка громкости жиденькая и приличным люфтом. Рамка на гранях пластиковая, корпус телефона участвует в воспроизведении звука, что не есть хорошо. Защита от влаги нет, во всяком случае, официально заявленной. Датчик приближения в стоке ужасен, здесь используется ультразвуковой датчик приближения. Работает он максимально плохо. Его можно калибровать, но нужно немного включить голову и напрячься, а это плохо. DC-димминга нет, но он здесь и не нужен. Шим в данном аппарате находится в границах нормы, которая, к слову, сейчас довольно жесткая. И да, Redmi 10 без Pro уже не так безопасен, повторяюсь. Нет Always on Display, во всяком случае, в привычном виде. И на данный момент экран активен только 10 секунд после
после касания. Все стандартно, как и у прошлых моделей. Средний ценовой сегмент Xiaomi, ешьте 10 секунд. Нет индикатора уведомлений, процессор довольно слабенький, внутри память все такая же старая, что сильно тормозит сам аппарат. Цена по ссылке в описании к видео на данный момент без промокодов и распродаж в районе $300 за версию 6128. На сейлах намного дешевле. Резюмируя телефон, уже есть почти во всех магазинах, прийти оценить работоспособность его проблем нет. Да, на них много рекламы и да, они стоят своих денег. Но тех, которые за них просят в моем родном ритейле, однозначно они не стоят. Смотрите Алишку. На пятом месте у меня Realme 8 Pro. Плюсы и основные спеки таковы. AMOLED-экран с функцией DC-димминга, запись звонков в стоке, о которой вас предупреждают, оповещение о записи не отключить, Google сервисы на борту в стоке, отличный дизайн, габариты для современных лопат просто великолепные, в руке держать удобно, но у экрана очень неприличный подбородок. Автономность 9 часов 20 минут по тестам PC-Mark, и это почти на 2 часа меньше, чем у Redmi Note 10 Pro. Это один из самых стабильных телефонов из всех новинок, которые у меня были в данном ценовом сегменте. Комплект стандартен, зарядка на 65 Вт, уже ощущаете, что это Realme, а не Xiaomi, правда? Чехол, кабель для зарядки, документация и телефон. Что приятно, на телефоне красуется заводская защитная пленка, что не всегда бывает. Экран AMOLED, разрешение Full HD+, плотность пикселей 409 dpi, яркости с запасом. И да, я помню про печальные 60 Гц. Мое отношение к этому: лучше 60 Гц без лагов и фризов, чем 120 Гц с глюками, остаточной картинкой и остальными прелестями, которые встречаются у их конкурентов. Да, и пиковая яркость 1000 нит, пусть и не максимально, но достаточно для того, чтобы сказать «хороша». Здесь есть нормальная обычная функция Always On Display, не на 10 секунд, как у Xiaomi, а постоянно. Автояркость работает неплохо, разблокировка по лицу отрабатывает просто отлично, что не сказать на данный момент про сканер отпечатков пальцев в экране. С третьего раза после удаления всех отпечатков без всяких обновлений системы сканер работать начал просто молниеносно и без глюков. Есть разблокировка по лицу, с закрытыми глазами экран не разблокируется, автономность 9 часов 20 минут, и учитывая, что батарея в девайсе всего на 4500 часов, это просто отличные показатели. К слову, девайс поддерживает проводную зарядку на 50 Вт. Я помню, что раньше было больше, опять же об этом в конце. По моим тестам, за 7 минут аппарат с нуля заряжается на 25%, за 10 на 33%, за 17 минут на 50%. Полный заряд достигает за 48 минут, что очень круто. Плюс еще и зарядка с запасом, как вы поняли. Вес и габариты просто минимальные, толщина всего 8 мм, и это просто отлично, учитывая, что камеры здесь не сильно выпирают. Оперативная память на выбор 6,8 гектар, LPDDR4X. Встроенная память 128 гектар, UFS 2.1. Вот это зря, могли бы побыстрее ее поставить. Есть поддержка карт памяти до 512 гигабайт, процессор не новый, но работает стабильно. Подтверждение вы можете посмотреть на канале для стримов, подсказки в правом верхнем углу. Я этот телефон прожаривал, и он один из самых стабильных, что вы можете найти на рынке. В девайсе есть мини-джек, Bluetooth версии 5.1, 2 микрофона и 1 динамик. Датчик приближения не глючит, есть модуль NFC, есть поддержка Google Pay, и никаких проблем с этим нет. Главное не попасться, есть аппараты без него. Обычно стоят они долларов на 10 меньше, поэтому смотрим перед тем, как заказывать. Камера на 108 мегапикселей, улучшили качество оптики и стоковый софт. Realme однозначно доработали. Фронталка на 16 мегапикселей с датчиком Sony IMX471. Видеозапись на основную камеру максимум 4К в 30 FPS, притом с электронной стабилизацией. Съемка мне понравилась. Производительность настолько же обычная, как и ценник. Realme третье поколение подряд не меняют процессор. Все тот же Qualcomm-овский Snapdragon 720G. Тот же графический процессор Adreno 618. Единственное, чем они отличаются, это оптимизацией и стабилизацией этого же железа. По мне, получается очень хорошо. Все синтетические тесты вы уже видели. Танки и PUBG летает, притом танки летают на средних, просадок нет вообще. Минусы, из-за которых вы, возможно, не станете покупать этот телефон: вибро на выброс ужасная, прямо очень топорная. В телефоне нет стерео, нет защиты от влаги. Если не включать DC-димминг, шим будет у экрана просто лютый. Частота обновления экрана всего 60 Гц, и это конкретная претензия. Пусть для меня это не особо важно, осознавать, что у конкурентов, пусть и лагающие 120 Гц, не особо приятно. Память тоже старенькая, UFS 2.1. Быструю зарядку обрезали на 15 Вт, нет ЭК-порта, сканер отпечатков пальцев очень у многих глючит, надписи на задней крышке нет в цвете Punk Black, не всем это дело зайдет. Gorilla Glass 3 версии старенькая. И понятно, что этот телефон с Always On Display, но LED-индикатора здесь нет, а хотелось бы. Я покупал свою модель за 17 тысяч на распродаже, и за эти деньги телефон просто мечта. Realme про стабильность, но не за ценник в моем родном ритейле, однозначно. Если на сейле увидите такой аппарат, по выгодной цене берите, не пожалеете. На четвертом месте моего топа OnePlus Nord SE. Плюсы данного смарта весьма очевидны. Приличная автономность 9 часов 31 минуту, обновленный легкий и тонкий дизайн,
дизайн, толщина менее 8 мм, быстрая зарядка на скромные для OnePlus 30 Вт, AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц размером в 6,43 дюйма, 3 камеры, основная на 64 мегапикселя, 128 гигабайт встроенной памяти в наличии. Для любителей красивых фото девайс, как по мне, умеет сам подбирать настройку по ситуации лучше всех. Он думает за вас, прям это точно. В комплекте идет смартфон, руководство пользователя, зарядное устройство на 30 Вт, кабель USB Type-C и прозрачный чехол. Притом он мне понравился. Nord SE 5G имеет вес всего 170 граммов и имеет толщину 7,9 мм. Очень легкий. За счет своих габаритов 159 мм на 73 на 7,9 мм удобно лежит в руке и, на удивление, не выскальзывает. Задняя крышка глянцевая, и там же в верхнем углу расположен выпирающий блок из 3 камер. Основной модуль на 64 мегапикселя, отпечаток пальца внедрен в сам экран, работает, но с небольшой задержкой. Во всяком случае, пока. Также на борту распознавание лица для разблокировки, и работает такой метод гораздо быстрее, можно сказать без нареканий. Плотность пикселей дисплея 409 ppi, шим в пределах нормы, Always On Display завезли, оперативная память на 8 гигабайт. Есть возможность приобрести версии на 12 гигабайт. Постоянная память на выбор либо 128 гектар, либо 256 UFS 2.1. Версия Bluetooth 5.1. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 750G, емкость аккумулятора 4500 мАч, полный цикл зарядки на 1 час 15 минут от родной зарядки, и за 30 минут он заряжает на 50%. Говоря о громкости, динамик не особо громкий. NFC на борту рабочая. По камерам есть возможность снимать в 4К 30 FPS. И напоминаю, OnePlus всегда на Oxygen допиливает камеры по ходу пьесы. Сразу картинки никогда приличной у них не бывает, зато потом она вас удивляет. Для фото есть режимы ночной пейзаж, сверхсветовой HDR, портрет, панорама, режим Pro, интеллектуальное распознавание сцен и фильтры. По моему мнению, камера даже на данный момент показывает себя очень даже хорошо. Автофокус работает в пределах нормы, но самое главное то, что с новыми прошивками ее пофиксят и качество однозначно заметно улучшится. В этом весь OnePlus. Из минусов: нет стерео, камера пока что оставляет желать лучшего, отпечаток пальцев заторможенный, нет слота для карты памяти, корпус очень маркий, камера очень сильно выпирает, поэтому повредить ее крайне легко, тем более если телефон носить без чехла. Цена не совсем бюджетная, а в районе $300. Где купить, как всегда, в описании. И не особо на это, к сожалению, влияет распродажа. С OnePlus'ами нужно ждать, чтобы они подешевели. На эту модель ценник адекватный относительно собратьев по цеху с тем же процессором. Мы в последнее время больше платим за ПО, а не за железо, об этом стоит помнить. И он на самом деле, как заявляет производитель, компактный и тонкий. Третье место я отдаю смартфону Realme Q3 Pro, и он чистой воды китаец. Коротко по плюсам. PCMark показал 11 часов 15 минут, что достаточно хороший результат. Дисплей AMOLED от Samsung с частотой обновления 120 Гц, отпечаток пальца встроен в экран, плюс распознавание лица. Точный GPS, за что особо спасибо Realme, полный Always On Display на борту, тонкий и легкий. Комплект стандартен. Смарт, блок питания на 30 Вт, вилку вы берете при покупке US или евро, кабель USB Type-C для зарядки, заводская пленка, неплохой чехол, скрепка, инструкция с руководством на китайском языке. Разъем под слот лишь на 2 сим-карты, он не прорезинен, так как заявленной влагозащиты у девайса нет. Габариты небольшие, 158 мм на 73 на 8,4 мм, а вес составляет всего 179 граммов. Экран размером 6,43 дюйма с матрицей от Samsung. Тип AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешение 2400 на 1080 Full HD+. Частота отклика экрана 360 Гц, будем считать его игровым. Максимальная яркость экрана составляет 656 нит, что чуть выше нормы. Автояркость работает хорошо, без раздражающих перепадов. Есть поддержка отображения цветового пространства DCI-P3. Always On Display есть, его можно настраивать под себя по времени не 10-секундный, как у Xiaomi-тов. Отпечаток пальцев внедрен в экран, срабатывает достаточно быстро, как и распознавание лиц. В очках с прозрачным стеклом узнает и вас. Процессор MediaTek Dimensity 1100 с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц. Интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11. Как всегда, у китайской версии смартфонов установлена куча китайских приложений, которые без труда удаляются с девайса. Оперативной памяти доступно 8 ГБ, встроенные 128 или 256. Поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 на борту. Есть поддержка сетей 5G, пока бесполезная в России, во всяком случае в Москве и Петербурге есть в некоторых районах, но не везде. 4G поддерживает, работает супер. Вибро среднее, его можно настраивать, как всегда, от слабого к сильному. Bluetooth версии 5.1, GPS есть, разумеется, по моим тестам точность до 1 метра. Это вам не Xiaomi, что хороший показатель. Датчики приближения работают без нареканий, емкость аккумулятора 4500 мАч, полный цикл зарядки
зарядки, 45 минут от родной зарядки с нуля. В блоке 3 камеры: ширик на 8 мегапикселей в 119 градусов, основная камера на 64 мегапикселя с фокусным расстоянием 25 мм и макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием до 4 см. Есть поддержка записи видео с основной камерой в 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для записи видео 1080p 30 FPS. Электронная стабилизация на борту, камера снимает неплохо. Из минусов: очень скользкий в руке, неказистый подбородок внизу. DC-диминг по официальным данным не завезли, что, конечно, абсолютно не радует. Однако шим в пределах нормы. Маркая рамка собирает все отпечатки. Слот для сим-карт без поддержки карт памяти. И это нормальный такой минус, так как в современных реалиях для обычного пользователя даже 256 гигабайт в максимальной версии смартфона это не всегда много. По цене средняк, да, хороший GPS, неплохая автономность, новенький процессор, камерой можно пользоваться. Но опять же, повторяюсь, отсутствие NFC — это фейл. На втором месте Xiaomi Poco F3. Плюсов море. Кратко, это самый дешевый игровой смартфон. Самый расхваленный средняк от Poco в этом году. Его, по-моему, расхвалили все, кому не лень. Бешеные цифры в бенчмарках. Почти все игры идут на ультрах. Аппарат стоит своих денег, фанатов десятки тысяч. С ними лучше не ругаться, я уже проверил. Но однозначно он не стоит тех дифирамбов, которые получает. Ультрабыстрой зарядки, как у аппаратов Realme, здесь, конечно же, нет. Но чехол и переходник на мини-джек положили в комплект. Быстрая зарядка на скромные 33 Вт с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. В комплекте можно запихать 2 симки, лоток не гибридный, карту памяти не запихать. И еще один фейл. Но прорезинен, что довольно приятно. Защита от влаги и пыли на борту, пусть всего IP53, но главное, она есть. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5-го поколения, заводская защитная пленка царапается моментально, ну и стоковый чехол качеством, как у всех в данном ценовом сегменте, не блещет. Вес 196 граммов, что для такого железа прямо очень хорошо. Рама из алюминия, торцы из пластика, скользкий, марки, заднее стекло также Gorilla Glass 5-го поколения. В продаже есть две версии: на 6 гектар и на 8 гектар оперативы. Внутренняя память либо 128, либо 256 гигабайт. К слову, оперативка здесь LPDDR5, а внутренняя память формата UFS 3.1, что очень круто. И то, и другое работает очень шустро, и если бы не волшебные руки программистов Xiaomi, аппарат вышел бы просто конфеткой. Процессор топового уровня Qualcomm Snapdragon 870, GPU Adreno 650, все почти последнее, все очень близко по мощностям к ультра-топам, притом почти в 2,5 раза дешевле, во всяком случае на старте продаж, что манит и вводит в заблуждение. Разумеется, у аппарата есть поддержка 5G сетей, рабочий NFC с Google Pay, GPS, сканер отпечатков пальцев, который работает быстро, распознавание по лицу также у меня работает без нареканий, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения и цифровой компас. Экран хороший, но шим приличный, хоть и не вредный. Экран с разрешением Full HD+, с частотой обновления экрана в 120 Гц, 360 Гц отклик сенсорного слоя, поддержка HDR10+, максимальная яркость 900 нит, не космос, вы уже ощущаете, пиковая 1300 нит, уже близко к космосу. Always on Display настроен правильно, со временем картинка перемещается по экрану, чтобы не выгорали пиксели. 4500 мАч аккумулятор зарядился до сотки у меня за 55 минут с нуля, до 75% за 35 минут. За первые 15 минут зарядки заряжается на 36%, что очень хорошо. При активном использовании на день его хватает, стереодинамики и есть поддержка Dolby Atmos, что хорошо. Девайс по спекам просто огонь. Минусы. Мой экземпляр телефона даже на холодную не мог пройти и одного стресс-теста в Antutu, а это кое-что да значит. DC-диминга нет, лютый шим и массовый брак экрана с абсолютно неромантично работающим датчиком приближения. В играх греется люто. Снижение яркости в играх наблюдается уже после 20 минут, и последнее обновление это дело не устранило. После последней обновы яркость сбрасывается после 30 минут игры в танке на максимальной графике. Падение примерно 50 кандел. Для меня это ощутимо, но есть те, кто это дело не замечает. Также Poco поставили в игровой смарт память стандарта USB 2.0, с которой файлы будут скидываться у вас с компьютера очень долго. Датчики приближения при отключении от вертикального положения в пространстве не работают, некоторых это бесит, мне все равно, но помним, что вы, может быть, эти некоторые. Нет мини-джека, нет ЭК-порта, супер быстрая память, неплохая камера, но очень много брака экрана, засветов. Камеру обсуждать не вижу смысла, она здесь хуже, чем в Poco X3, лично мое мнение. С другой стороны, за эти деньги такого железа не найти. Но такое количество микролагов, которые для обычного пользователя не важны, гиг будет преодолевать как задание в квесте. Мне телефон зашел относительно. Оптической стабилизации, разумеется, нет. Always on Display высаживает батарею довольно быстро. В Game Turbo нет пункта с тонкой настройкой графики. Цена по ссылке в описании к видео в районе $3,500. Иногда он продается дороже, иногда дешевле. В русском ритейле стоит космос. На старте продаж цены были вообще блеск. Надеяться, что Xiaomi допилит прошивку, как в
всегда стоит, мы же должны во что-то верить, правильно? Но когда они это сделают? Скорее всего, после того, как выйдет уже следующий Poco. Тем более Poco вроде бы уже не Xiaomi. И на первом месте сегодняшнего топа у меня Realme GT Neo. Перечислю основные плюсы. Например, поддержка 5G сетей, мини-джек, Google Pay присутствует. На борту поддержка быстрой зарядки в 50 Вт, честных 50, притом блок в комплекте на 65 Вт. За 19 минут с нуля аккумулятор набирает аккурат 50%. Упаковка стандартная для Realme, телефон, не худший силиконовый чехол, зарядка на 65 Вт, скрепка, документация и кабель для зарядки. Плюс чехол, не забываем, довольно потребного качества. Крышка пластик, камеры выпирают не сильно, экран AMOLED 120 Гц. Яркость достаточная для работы при солнце, отклик экрана почти игровой 360 Гц, разрешение Full HD+, сканеры отпечатков пальцев в экране, Always on Display работает отлично. Датчик приближения оптический и работает классно, особенно после Xiaomi. Процессор Dimensity 1200, оперативка LPDDR4 значительно быстрее Poco F3, во всяком случае по тестам. Процессор Dimensity 1200 не холоднее, чем 870 Snap, но стабильнее и спокойнее переносит нагрев. Внутренняя память UFS 3.1, на борту оперативки может быть от 6 до 12 гигабайт, внутренний накопитель на 128 или 256 гигабайт. Wi-Fi 6 версии, и это особенно круто. Графика Mali G77, GPS точный, виброотклик приятный, звук стерео хороший. Bluetooth версии 5.1, батарея на 4500 мАч, при зарядке телефон потребляет максимум 50 Вт, хотя, напоминаю, зарядник в комплекте 65. Камера лучше, чем их описывают, цифровой стаб видео до сих пор только на основную камеру в 1080p 30 fps, 4К стаба нет никакого. При помощи ИИ всегда можно на фото отрегулировать форму подбородка, носа, другие какие-то мелочи. Все как у всех, и это хорошо, что не меньше и не хуже. Запись звука по мне на уровне. Минусы я скрывать не буду, вы меня знаете. Шим есть, притом приличный, карту памяти в лоток не поместить, только 2 симки. Браузер можно устанавливать в приложении по умолчанию, как и плееры. Глобальной версии смартфона пока нет. Почти все китайские программы можно удалить, а те, что не удалось удалить, можно спрятать в отдельную папку и убрать от них уведомления. Уведомления приходят не от всего. Always on Display выводится только звонки и SMS. Датчика уведомлений нет, бенда 20 нет, но на работу моих операторов это дело никак не влияет. Поддержка беспроводной зарядки отсутствует. Но с другой стороны, работа при нагрузках у Realme на голову выше, чем у Poco F3. Притом Poco все еще упорно сбрасывает яркость экрана при нагреве. И кто мне говорил, скоро исправят? Хотя, может быть, кто-то и не играет дольше 20 минут в тяжелые игры, или у людей разная светочувствительность. Это не важно. Мы сегодня про Realme. От того, что во время тестов у меня был просто когнитивный диссонанс, вроде печка, а не троллит. Камеру все хейтят, а у нее даже роллинг-шаттера нет. И по габаритам он не большой, не маленький. И это первый раз, когда такой странный девайс от Realme собирает столько заинтересованных пользователей. И да, он шустрее Poco F3 даже по синтетике. Если забыть про шим, Smart отрабатывает свою стоимость на 100%, даже учитывая, что его глобальной версии нет и скорее всего не будет. Еще помним, что никаких распродаж у него не нужно. Он не Poco F3, он как стоил средний, так и стоит средний. На обычном сейле просто применяйте промики и получайте его в постоянное пользование. Резюмирую, мой топ исключительно субъективен, основан на моем опыте. Ваш опыт может быть абсолютно другим. В моем мире Realme выигрывают, если смотреть на цену-качество. С другой стороны, Realme тяжелее продать, если вы купили и вам аппарат этот не понравился. Разумнее всего покупать телефоны Xiaomi на старте продаж, когда они выгружают смартфоны, только приводя новую модель на рынок. С другой стороны, вы не всегда будете покупать телефоны именно в это время. Если у кого какие вопросы остались, пишите обязательно в комментариях, отвечу. Если какие-то телефоны вы хотите, чтобы я протестировал, также пишите в описании, постараюсь купить и рассказать относительно моего опыта, насколько они хороши. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, обязательно участвуйте в конкурсах. Всем девайсам в топе. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.